Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы хотим продолжать работать с моделингом. Будем также изучать шейдинг. Получается, наша цель создавать интересные материалы, которые имеют всякие потертости, какой-то интересный рельеф. Вот. Для начала мы перейдем в Яндекс картинки или в Google картинки, да, и здесь, получается, пишем. Для начала давайте найдем текстура кожи Normal Map, да. Вот, пишем. Например, можно вообще найти любую, да. Главное, вот если мы напишем Normal Map, у нас выходят всякие. Можно и кирпичи, можно и ромбики, всякие узоры. Все это можно использовать. Получается, во всех компьютерных играх, да, которые есть, или даже в каких-то в 3D роликах, используются карты нормалей, так сказать, называемые, да. Вот. Я хотел использовать текстуру кожи, поэтому найдите вам то, что вам понравится, да. Файлы я прикреплю в Телеграме по ссылочке в описании, если нужно будет, да. Второе. Нам нужна текстура потертости. Тоже пишем в Яндексе черно-белая текстура потертости. И вот тут такие вот текстуры выходят. По сути, нам все подходят. Вот это вроде бы интересно, да. И так, что еще здесь интересно? Вот это, да. Вот. Скачаете и переключаемся к нашему блендеру. Давайте перейдем в Layout. Все из сцены мы удалим. И давайте создадим базовые такие вот фигурки. Вот смотрите, у меня курсор встал куда-то в бок, да. Давайте его поставим по центру. Нажимаем Shift-S, курсор to World Origin. Поставили. Давайте добавим объект. Начнем мы, наверное, все-таки давайте со сферы. Добавим сферу. Вот, не путайте, не икосфера, да, а UV-сфера. Вот, мы добавляем, и у нас тут есть настроечки у нашей сферы. Давайте поставим их 64. Вот, есть, да. Теперь и рингсы тоже давайте поставим 64, чтобы было равномерно. Вот, радиус оставим такой же, и будем редактировать. Смотрите, самое главное, да, если я нажму на какое-то пустое пространство, да, уже выделю другой какой-то объект, у меня эти настройки пропадут, как бы наш объект уже применится. Вот, видите, он пропал. Теперь я, например, хочу эту фигуру разделить пополам. Как это сделать? Я перехожу на нумпаде на вид спереди, да, фронт ортографик, и ставлю вот такую позу, да. Перехожу в режим редактирования, нажимаю Tab. И что нам нужно? Я хочу его поделить пополам. Я нажимаю Z и Wireframe, да. Перехожу либо вот здесь, либо нажимаю на Z, Wireframe. Теперь я выбираю точки, тыкаю на пустоту, чтобы снять выделение. Теперь я хочу полностью выделить половину нашего круга. Я нажимаю кнопочку B английскую, да. И вот так вот с запасом выделяю половинку нашей сферы. Окей. Так, нажимаем. Вот смотрите, я хочу его отделить, да. Давайте я перейду в режим солида. Вот. Я хочу его отделить от этого. Я нажимаю Y. И у меня, видите, mesh, по сути, наш объект половинка отделилась. Запомните, да, Y это отделить объект. Потом я нажимаю GZ, поднимаю его по высоте и примерно вот так вот оставляю. Вот. На звезду смерти похоже чем-то. Из Звездных войн. Теперь, смотрите, я хочу сделать что? Я хочу вот эту внутренность заполнить. Ну, по сути, залить, да, ее заливкой. Что для этого нам нужно? Выбираем этот Edge Tools, да, это у нас вертексы были по точкам, это Edge, это Face.
Edge выбираю и выделяю вот одну линию, зажимаю клавишу Shift-Alt, и у меня окружность полностью выделяется. Вот так вот. Нажимаю F, у меня заливается фигура. Хорошо. Теперь с верхней то же самое. Выделяю одну, Shift-Alt и кликаю. Все, замечательно. Теперь давайте добавим немножечко фаски. Что такое фаска? Фаска объекта — это по сути угол какого-то твердого объекта, и мы его, получается, сглаживаем, чтобы он был не тупой, а, так сказать, угловатый, плавный такой, красивенький, да? Давайте покажу. Как нам добавить фаску? Вот здесь, кстати, есть инструментарий, да, который можно использовать иногда. Есть и горячие клавиши, да, вот Bevel, если мы нажмем, вот за этот ползунок тянем, мы можем добавлять фаску. Вот, например, я вот так оставлю. У нас тут такие вот настройки выходят. Здесь мы можем всякое применять, добавлять сегменты, да, вот эти линии, видите, да, наш угол, по сути, мы его сгладили, вот. Мы его можем внутрь вдавить вот так вот, да. Но также есть Ctrl-B. Ctrl-B мы нажимаем и вот так вот тянем, да. Так. Ну, для таких, так сказать, более, как сказать, интересных вещей, да, чтобы создать фасочку, лучше использовать вот как раз-таки вот этот инструмент, да. Вот если мы хотим внутреннюю фасочку такую вот красивенькую создать. Так, давайте Ctrl-Z нажмем. Но если мы хотим, например, нам нужно быстро создать какую-то фаску, мы можем нажать просто Ctrl-B, роликом мыши покрутить и вот такой вот красивенький угол сделать. С нижним фейсом получается для нашего круга то же самое делаем. Ctrl-B. И он, видите, запоминает количество линий, которые мы добавляли сверху. Вот, мы сделали. Теперь нас интересует, что у нас получается вот эти линии, они видны и не очень красиво смотрится наша модель, как будто она низкополигональна. Хотя мы добавляли 128 полигонов, да, по вертикалям и горизонтали. Давайте сделаем такую интересную вещь. Если мы нажмем W, да, а у кого-то правой кнопкой мыши, Shade Auto Smooth, и у нас происходит сглаживание нашего объекта. Тут, если что, он добавился такой модификатор сглаживание по углам. Вот, это Shade Auto Smooth работает. И вид наших углов, их не видно. И на рендере их тоже не видно будет. Вот. Так, давайте мы одну фигуру создали. Давайте я ее пока что в сторону поставлю вот так. Давайте создадим еще одну интересную фигуру. Shift-A. Добавляю цилиндр. Ставлю вертексы 64. Думаю, будет достаточно. Перехожу в режим редактирования, нажимаю Tab. И так, давайте я этот инструмент уберу. Пока что мув поставлю. И давайте я его вот уменьшу. Примерно вот так. И сделаю по высоте, его вытяну. Нажму SZ по высоте, да. Вот так вот вытягиваю. Вот у нас получается такая вот труба. Тоже мы можем верхушку выделить и низ выделить, да, шифтом. У нас выделено два фейса, сверху и снизу, да. Нажимаем Ctrl-B и тоже можем фаску добавить. Давайте добавим. И W или правой кнопкой мыши Shade Auto Smooth.
сгладили. Хорошо, давайте ее тоже откинем. Давайте создадим еще более интересную фигуру. Создадим мы цилиндр. Вот, мы создали цилиндр. Теперь давайте перейдем в вид сверху. Удалим ее. Получается, вот эту заливочку, да, сверху, и снизу то же самое. Бам. Окей. Перейду в вид сбоку или вид спереди. В режим сетки wireframe. Выберу face. И выделю вот так вот по центру наш face. Видите, наш объект выделился, да? Теперь, смотрите, меня что интересует. Меня интересует, мы хотим как бы оставить только вот эти линии. Ну как это сделать? Ну, у меня, видите, я выбрал все фейсы, да? Нажимаю X faces, и они удаляются. А я хочу вот чисто вот эту линию оставить. Как это сделать? Вид спереди перехожу. Выбираю точки. Выделяю вот одну, да. Перехожу в режим сетки. Нажимаю B. Выделяю. Смотрю. Вроде все выделилось. Хорошо. Почему я перехожу в режим сетки? Если, смотрите, если я не буду переходить в режим сетки и выделю вот так вот объект, я, посмотрите, у меня выделяется половина нашей фигуры. Поэтому нужно выбирать режим сетки, wireframe. Вот так вот выделим. Давайте нажмем удалить по вертексам. И у нас остается вот чисто вот эта линия, которую мы хотели оставить. Вот. Теперь я перехожу в вид сверху, выделяю половинку линий, вот так вот. Давайте вот так вот запасом возьмем, вот эту, чтобы линию оставить. X, вертекс. Здесь то же самое. Половинку, четвертинку берем и вот так вот убираем. У нас есть такая вот линия. Вот она. Теперь я нажимаю E. И что у меня происходит? У меня происходит кривое экструдирование. Нас это не устраивает. Нажимаем Ctrl-Z, чтобы откатиться назад, да? Давайте перейду в вид сверху. Я нажму E. Левую кнопку мыши запомню. Теперь нажму S. И видите, у меня происходит вот такая вот билиберда, да? А я хочу, чтобы она равномерно сделалась. Давайте подумаем, как это сделать. Я верну Ctrl-Z назад, да, чтобы у нас не было полигонов. Смотрите, я его сейчас вытяну наверх. Давайте вытяну. Нажму E. Левую кнопку мыши применяю и нажимаю GZ. Примерно вот так вот приподнимаю. Окей. Теперь я хочу добавить толщину. Как добавить толщину? Для этого у нас есть замечательные модификаторы, которые отображаются как вот гаечный ключ, да? Модификаторы. Добавляем, нажимаем Add Modifier и идем. У нас тут есть множество интересных модификаторов во вкладочке Generate, Deform. Нас интересует как раз таки модификатор, называется Solidify. Это по сути добавление толщины. Вот мы добавили, видите, у нас добавилась толщина, thickness, да? Давайте ее увеличим. Вот примерно вот так оставим. Вот, теперь у нас есть толщина. Если я перейду в режим сетки, я увижу, что если я ее немножко уменьшаю, да, по толщине, у меня вот такая вот интересная фигурка, как магнитик, да. Вот. Это вот как раз таки инструмент интересный. Solidify. Толщину добавляет. Так, теперь я же хочу сюда фаску добавить. А у меня фаска не добавится. Почему? Потому что я нажимаю Ctrl-B и ничего не происходит. Тут есть замечательный инструмент Bevel, который тоже добавляет фаску. Но давайте его пока что не будем открывать. Давайте этот эффект Solidify применим. Нажимаем вот сюда вот стрелочку, да, вниз, и нажимаем Apply, применить наш
модификатор. Теперь я перехожу в режим редактирования и вижу. Так, все, мы увидим наши полигоны. Теперь я хочу выделить вот эти все линии горизонтальные. Здесь, шифтом, да, Shift-Alt. Здесь, здесь и вот здесь. И не забудьте выделить вертикальные линии. Вот это и вот это. Эти не надо трогать, мы к ним фаски не хотим добавлять. Теперь я нажимаю Ctrl-B и роликом мыши, видите, я кручу и я добавляю к нему фаски. Давайте примерно вот так оставим. Выйдем из режима редактирования. Видим тоже наши нелюбимые эти линии, да? Нажимаем W, Shade, Auto Smooth. Вот получилась у нас такая вот интересная фигурка. Но можно множество различных фигур, да, рассмотреть. Давайте добавим для примера обезьянку Monkey. Мы видим, что у нее углы очень резкие такие, да, низкополигональные. И поэтому давайте попробуем добавить Shade Auto Smooth к нему. И видим, что мы добавили, но сильно картина не изменилась. Для этого у нас есть вот замечательный инструмент, называется он Generate, находится в Subdivision Surface. Он, получается, сглаживает наши объекты низкополигональные. Давайте его добавим. И мы видим, что наш объект уже такой вот сразу гладкий становится. Если мы Levels Viewport увеличиваем, например, сильно с этими значениями не играть, для того, чтобы ваш компьютер не завис или не вылетел. Поэтому, мне кажется, 3 значений будет достаточно, как для viewport и для рендера. Давайте 3 поставим. Вот. Вот, и здесь у нас как раз таки W Shade Auto Smooth добавляем, и ничего не происходит. Мы видим, что у нас уже все прекрасно. А давайте Shade Auto Smooth удалим. Поставим Shade Flat, и видим, что, видите, линии есть. Но у нас модель высокополигональная. Из-за того, что работает модификатор, мы в сетке ее не видим. Поэтому так вот выглядит. Давайте добавим Shade Auto Smooth, и наша фигурка становится красивой. Давайте рассмотрим разбор работы с материалами быстренько, да? Давайте добавим источник света. Нажмем Shift-A, Light и Array. Так вот поднимем. Давайте включим наш режим рендера, да, вот последний. Давайте свет мы увеличим вот так примерно. Зайдем в настройки света вот здесь и поставим силу не 10, а 1000. Давайте вот так поставим. Давайте ее еще больше сделаем. Плюс-минус. Вот так вот пусть будет, да. Давайте наш источник света еще продублируем. Shift-D нажимаю, левую кнопку мыши применяю. Он у нас сейчас в уме, как будто бы GY. И вот здесь вот так поставим. Теперь нам нужно ее развернуть по координатам X. Красные координаты, да, вот подсказка у нас красный X, RX. И давайте вот так поставим. Давайте здесь поставим значение 400. И я думаю, что будет плюс-минус хорошо. У нас есть свет. И это главное. Теперь давайте создадим материалы. Я добавляю еще одно наше окно. Вот. Это закрыть, да? Т буковка закрыть. Здесь мы открываем Shader Editor. И создаем вот такой вот материал, да, у нас создался. Он аналогичен тому, что здесь создается. Он полностью дублируется, если что. Если что-то здесь меняете, то и тут меняется. Давайте добавлять материалы. Так, мы сейчас откроем нашу папку. Давайте я сразу закину две наши текстуры. Вот они, да, у нас.
Я их закину просто вот сюда вот так беру и драг-дроп кидаю. Вот. По своему опыту скажу, что я не знаю, как другие делают, но по своему опыту. Если мы хотим начинать с текстуры потертости, давайте ее разбирать. Я, во-первых, в Color Space ставлю Non-Color. Хорошо. И давайте ее подцепим к Roughness. Я беру вот этот желтый ползунок, тяну его и подцепляю к Roughness. Подцепил. Хорошо. Мы видим, что ничего такого вроде не произошло. Хотя вот видите, я наклонил камеру, да, под углом, и мы видим, что есть какие-то потертости. Но я хочу их контролировать. Как это сделать? Нажимаю Shift-A, и у нас есть поиск. Вы можете вот здесь, да, искать их, эти различные наши ноды, но лучше вот здесь. Перехожу в Search, пишу Color Ramp. Вот так выходит. Добавляю, и видите, к мышке моей привязалась Color Ramp. На линию навожу, и она автоматически подцепляется. Давайте белый ползунок мы будем тянуть вот сюда. Вот так вот. И мы видим, что у нас объект вообще не отражается, да? Перестал отражаться. Давайте белый ползунок верну обратно, и давайте черную будем делать. Тянуть. И мы видим, что у нас черная текстура полностью делает наш объект таким, так сказать, стеклянным, как будто бы, да? Давайте вот белый цвет поставим примерно так. И черный я вот введу сюда, а белый поставлю вот здесь. Смотрим. Так. Видите, где у меня получается такие подтеки, да? Там у меня есть отражение. А где черное, у нас нет отражений. Давайте я хочу сделать наоборот. Поменяю их местами. И можете видеть, да, что где у меня подтеки, там нет отражений, а где черные, там есть отражение. Так. Давайте чуть-чуть поиграемся, да. Вот, кстати, смотрите, да, белый цвет. Если я белый цвет выбираю и увожу его в черный, то у меня вообще пропадают подтеки, которые не отражаются. А если я сделаю черные и уведу в белые, то у меня он становится таким вот, как будто каменным, да? Давайте вот такой вот оставим. Единственное, смотрите, я хочу контролировать нашу текстуру, да, по масштабу. Но у меня здесь нету нод. Давайте добавим эти ноды. Мы добавляем первую ноду. Это у нас текстура координата. Она находится в инпуте. Или можем написать в поиск. Текстура координата. Вот она. Давайте добавим ее. Подцепляем как, давайте как object. Так вот. И посерединке нам нужно добавить еще один ноду. Нажимаем Search, Shift-A, да, Mapping.
И вот так цепляю. Теперь я хочу вот этот scale сделать, например, 4. И видите, у меня текстура, она какая-то неправильная, да? Она растягивается по нашему объекту. А я не хочу этого. Давайте попробуем поиграться. Попробуем Generate. Тоже растягивается. Normal. Тоже растягивается, да? UV. А в UV она нормально, потому что у нашей стандартной модели обезьянки есть UV развертка. Что такое UV развертка? Это по сути развертка нашего персонажа для того, чтобы мы могли его текстурировать. Вот. Давайте UV мы оставим, да? И давайте попробуем здесь поиграться с значениями и смотреть на экран, да? Я поставлю 2. Видите, текстура становится крупнее. Делаю 4. Текстура уменьшается. Вот. Давайте вот такую вот оставим. Интересный материал получился, неплохой. Тут, что у нас тут еще интересует, да? Здесь можем добавлять цвет, как я ранее уже говорил. Base Color. Металлик, он добавляет металлический оттенок. Сильно с ним лучше не переусердствовать. Вот видите, да, здесь более такой вот детальнее видно наши шероховатости металлические, да. Давайте поставим. Я ее обычно тоже добавляю, но не так сильно, да, вот примерно вот на такие значения, чтобы она сильно не загромождала и не темнила нашу картинку. Over — это преломление материала. Тоже можно поиграться чуть-чуть. В основном используется для стекол. Давайте оставим ее по стандарту. Вот, в основном все. Нас теперь интересует Normal Map. Давайте ее подключим. Вот у нас есть текстура, да? И нас интересует что? Нас интересует тоже. Нам нужно Color Space и выбрать Non-Color. И подцепить ее к Normal. Для того, чтобы мы могли тщательнее работать над нашим материалом, давайте пока что Roughness мы отключим. Вот так вот. Здесь я хочу тоже контролировать нашу текстуру по масштабу. Давайте я вот эти текстуру, координаты и маппинг выделяю вот так, да, мышкой, левой кнопкой мыши, Shift-D, и вот так вот вниз ее тащу. Подцепляю к вектору. Так, и у нас тут уже значение стоит 4, да, и вот он у нас текстуру уменьшил. Выглядит вроде нормально, но не живо. Давайте добавим еще одну ноду. Называется она Normal Map. Shift-A пишем, да, и Search. И пишем здесь в поиске Normal Map. Enter нажимаем и тоже мышкой наводим на эту линию. И она автоматически подцепила. Вот, Strange, видите, сила, да? Если я делаю нулю, то мы видим, что у нас нет никакой текстуры нашего объекта. Но если я добавлю чуть текстуру, то мы видим, что она проявляется. Мы также здесь можем уменьшить нашу текстуру, да, поставить, например, не 4, а 11. И такой вот интересный результат получается. Strange мы можем ставить, например, двойку даже, да. Тоже интересные результаты приносит. Давайте однерку поставим. И давайте подключим нашу Roughness. Угу. И вот такой вот интересный материал у нас получается. Я могу эти материалы дублировать на эти объекты и менять цвет, да. Я выбираю, например, наш вот этот магнитик, да. Давайте я вот разверну.
Я хочу к нему цвет добавить, вот этот такой же, да, материал. Нам не нужно заново создавать такие же материалы, чтобы опять там экспериментировать, да, долго времени тратить. Я выбираю этот материал, нажимаю вот на эту стрелочку и выбираю материал 0.1. Окей, я теперь его хочу продублировать, но если я его не продублирую, то у меня цвет будет меняться и тут, и там. Вот он, да? Теперь я хочу продублировать. Вот здесь нажимаю две такие вот папочки, да, файлика. И у меня материал дублируется. Вот видите, да, материал уже 2. Здесь я поменяю, например, цвет поставлю. Пусть будет такой вот оранжевый, да. Для этих объектов то же самое. Мы можем менять материал 2, например, добавить. И у него продублировать. И поменять цвет. Такие вот у нас интересные результаты получаются с нодами. Надеюсь, вам понравилось и более-менее понятно, как это все работает. Контролирующее звено CoverRamp это для потертостей, Normal Map это для нашей, по сути, текстуры самого объекта, какой он на вид, какой он на ощупь. На сегодня такой вот мини-курс по нодам закончен. Мы в следующих уроках уже будем более такие интересные, тщательные работы делать. И буду всех ждать. Пока.